Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я расскажу, как утеплить наружные стены в доме с внутренней стороны. Хотя научная литература говорит, что нельзя утеплять стены изнутри, но все-таки снаружи красный кирпич, старинный, его не хочется закрывать ничем. Поэтому я утеплю изнутри, учитывая, что у меня есть там пеноизол уже в стене, не будет большой нагрузки на внутреннюю стену и большого конденсата. Сделаем все по-научному. Нам понадобится гидро- и пароизоляция, утеплитель, минеральная вата размером 60 на 120 см, толщиной 5 см. Также понадобится брус 5 на 5 см, для того, чтобы между ним положить вату и она не сгибалась. А также брус 2 на 5 для обрешетки, на которой будет набиваться деревянная вагонка. Я уже его обработал препаратом для защиты от вредителей и плесени. Он имеет такой красный внешний вид и уже хорошо просох. Можно закреплять на стене. Стены выполнены из самана, то есть глины. Между глиной и наружной стеной из красного кирпича есть промежуток воздушный толщиной 5 см. Я его заполнил с помощью пеноизола. Как его утеплить, вы посмотрите в моих прошлых видео. Трещины, которые были в углах, уже расчищены и заделаны с помощью стартовой шпаклевочной смеси и применение серпянки. Стены очищены от внешней побелки известковой, хорошо прогрунтованы в 2 слоя глубокой пропиткой. Плесени на них нет, значит никакая дополнительная обработка здесь не нужна. Здесь внизу есть трубы, это 2 трубы отопления, обратная и основная, а также труба подвода холодной воды. И вот с ней была проблема, она сильно цветет. Я уже здесь вытер остатки черной цвили. Это грибок, поэтому необходимо ее утеплить. Как я вот сделал уже один участок, остался небольшой участок, вот на нем видны следы этой плесени. Необходимо сделать так, чтобы не было резкого перепада температур от холодной воды к теплому помещению. Труба имеет диаметр полдюйма, поэтому воспользуемся таким утеплителем. Его можно одевать на трубу перед монтажом или же после, разрезав по центру. Этот неутепленный участок необходимо утеплить, потому что до этого не было возможности при пайке. Отмечаем длину, отрезаем с помощью ножа, режется легко, без проблем. И распускаем по всей длине на 2 части. Для того, чтобы ограничить поступление влаги к минеральной вате, необходимо использовать гидроизоляцию. Она крепится на внутренней стене. У меня такой армированный гидроизоляционный барьер марки GS3. Я его закреплю на клееной стене при помощи строительного степлера и скоб длиной 5 мм. Я буду крепить гидроизоляцию строго вертикально с нахлестом 5 см. Раскатываем рулон гидроизоляции сверху вниз и сверху прищелкиваем с помощью строительного степлера. Крепим ее с нахлестом на противоположную стену, для того, чтобы перекрыть торец бруса, в котором будет утеплитель. По центру я не буду прищелкивать гидроизоляцию, для того, чтобы она была более герметичная.
Теперь необходимо проверить строгую вертикаль стены. Вот видно, что стена завалена примерно на 3 сантиметра внизу. Будем выравнивать с помощью второй обрешеточной рейки. Для прикручивания брусьев 5 на 5 я буду использовать шурупы по дереву длиной 100 мм. Такие шурупы не расколят дерево и хорошо зафиксируются в глине. Затем на расстоянии 60 см, в зависимости от ширины вашего утеплителя, делаем разметку и прикручиваем все остальные горизонтальные деревянные брусья. На следующем этапе приступим к утеплению стен с помощью минеральной ваты. Листы плотно вставляются между деревянной обрешеткой. И после этого прибиваем горизонтально пароизоляцию. Пароизоляция армированная, поэтому имеет повышенную прочность. Эта пароизоляция убережет утеплитель от воздействия внутренней влаги, а также предотвратит выпадание, пока мы не обошьем все деревянной вагонкой. Вот такое у меня получилось утепление стен. Минеральная вата уже не выпадет, не будет сыпаться. И хорошо убережет тепло и изолирует звук. На следующем этапе, перед набивкой вагонки, необходимо набить горизонтальные планки толщиной 2 см, шириной 5 и вывести все по уровню, чтобы была вагонка строго вертикально.